Голубая лагуна – популярный геотермальный курорт в юго-западной части Исландии, расположенный на полуострове Рейкьянес в 38 километрах от столицы страны Рейкьявика. Геотермальный комплекс состоит из нескольких бассейнов с водой ярко-голубого цвета и является одной из главных достопримечательностей Исландии. Живописную голубую лагуну окружают лавовые поля и покрытые серо-черными глыбами фантастические ландшафты. Местами нагромождения лавы покрыты подушками зеленого мха, а вдалеке видны контуры геотермальной станции Свартсенге. Голубая лагуна – единственный в своем роде природный памятник планеты, и сюда ежегодно приезжает 300 тысяч человек со всего мира. Как же образовался этот необычный термальный водоем? Морская вода через пористую лаву уходит на глубину. В толще земли находятся геотермальные подземные резервуары, состоящие из морской и пресной воды, нагретой до температуры плюс 100 градусов по Цельсию. При подъеме к поверхности Земли вода остывает до температуры около 40 градусов. Диоксид кремния, которого в голубой лагуне очень много, преломляет солнечные лучи, из-за чего природный водоем приобретает свой изумительный цвет. В зависимости от освещения и времени суток он меняется от ярко-бирюзового до зеленоватого и молочно-голубого. Примечательно, что и летом, и зимой вода в голубой лагуне имеет комфортную для купания температуру, поэтому курорт работает круглый год. Многим нравится в морозные дни купаться в горячей воде и наблюдать за всполохами северного сияния. В Исландии, которая зимой полностью покрыта снегом, горячие купальни позволяют расслабиться и забыть о холодах. В голубую лагуну приезжают не только для отдыха, но и для лечения. В состав воды входит много минеральных соединений и сине-зеленые водоросли. Соли минералов оказывают сильное расслабляющее и терапевтическое действие. Вода в голубой лагуне обновляется через каждые 2 дня, и чистота термального водоема обеспечивается ежедневным забором проб воды. Престижный статус курорта подтверждает голубой флаг. Эту международную награду вручают только тем пляжам, уровень чистоты, сервиса и безопасности которых соответствует самым высоким мировым стандартам. Полуостров Рейкьянес образован пористой лавой и обладает высокой геотермальной активностью. Последние извержения здесь происходили около 800 лет назад. В 1976 году на полуострове построили геотермальную станцию Свартсенге. Это была первая в Исландии станция, на которой пар из подземных резервуаров глубиной в 2 километра использовали для выработки электрической энергии и обогрева зданий. Вокруг Свартсенге естественным путем образовалась большая лагуна площадью 8,7 тысяч метров квадратных, глубина которой достигает от 1 до 3 метра. Прошло время, и работники станции стали замечать, что вода в голубой лагуне имеет целебные свойства. Купавшиеся в горячих водах излечивались от кожных заболеваний, болезней суставов, и их самочувствие значительно улучшалось. В 1980-е годы на Голубой лагуне построили первые оборудованные купальни, которые постепенно выросли в современный курортный комплекс. В наши дни возле термального водоема открыт собственный отель. В стоимость проживания включено посещение термальных бассейнов и завтрак. Однако, большинство туристов приезжает сюда на 1 день. Для терапевтического эффекта применяют купание и белую глину со дна водоема. Многие отдыхающие купаются, наложив на лицо маску из глины. Входящие в состав воды и глины сине-зеленые водоросли оказывают благоприятное воздействие на кожу, смягчая и питая ее. Целебную глину используют для косметологических процедур и для аппликаций при кожных заболеваниях. После нее кожа очищается, приобретая упругость и эластичность. Приехавшим в Голубую лагуну путешественникам нужно знать, что долгое купание в сильно минерализованной горячей воде обезвоживает организм. Всем принимающим теплые ванны советуют, да и во время процедуры, пить много простой воды. Кроме того, вода в лагуне высушивает волосы, поэтому после купания стоит пользоваться кондиционером. Тем более, что в душевых курортного комплекса гель для душа и шампунь-кондиционер выдают бесплатно. 1,5-2 часов пребывания в горячей воде вполне достаточно для того, чтобы наступило состояние полного расслабления. После посещения Голубой лагуны не стоит планировать большую двигательную активность и длительные пешеходные прогулки. Расслабленному организму трудно будет с этим справиться. Главная часть курортного комплекса Голубая лагуна – просторные термальные бассейны под открытым небом.
Это теплые купальни, окруженные черными полями застывшей лавы. Для отдыхающих в лагуне оборудованы мостики, удобные переходы и небольшие водопады, при помощи которых можно помассировать мышцы плечевого пояса. Возле водоемов построен современный спа-комплекс Blue Lagoon, дорога к которому прорублена в толще лавы. Перед зданиями находится большая бесплатная автопарковка, куда ведет мощеная пешеходная дорожка. Издалека водоем выглядит голубым, но на близком рассмотрении цвет воды в нем кажется белым. Гладкое глиняное дно и средняя глубина в 1,5 метра делают купание здесь очень комфортным. Вода непрозрачная, поэтому передвигаться по дну водоема стоит не спеша. Когда температура голубой лагуны снижается до плюс 37 градусов по Цельсию, на ее поверхности образуется белая кашица. Это происходит потому, что в состав воды входит много солей кремния. Вязкая кашица опускается на дно голубой лагуны и закупоривает лаву, делая ее водонепроницаемой. От этого водоем постоянно увеличивается. На сегодняшний день он достигает нескольких километров в длину и имеет ширину до 200 метров. В голубой лагуне можно не только искупаться. На берегу построено несколько паровых бань и сауна. Здесь также работает клиника, в которой проводят консультации врачи-специалисты. Для посетителей открыты голубое кафе и ресторан «Лава». Кроме того, на курорте открыт магазин, где торгуют натуральной косметикой, масками и кремами популярной марки Blue Lagoon. В магазине также продают красивую бижутерию из лавы и вязаные изделия из теплой и мягкой исландской шерсти. Курорт работает круглый год. Если в Голубую лагуну приезжает туристическая группа от 11 человек, которые не планируют купаться, она может заказать обзорную экскурсию с гидом. Такой тур проводится на английском языке и стоит 15 евро на человека. Вход на территорию Голубой лагуны платный. Цена зависит от времени суток, сезона и запрашиваемого пакета услуг. В среднем посещение курорта обходится в 33-40 евро для взрослых и 15 евро для детей 14-15 лет. Дети до 13 лет могут купаться в лагуне бесплатно. Посетителям выдают пластмассовый браслет с магнитным чипом, которым открывается личный шкаф. Браслет водостойкий, в нем можно спокойно купаться. Раздевалки разделены на мужские и женские. При них существуют душевые и туалеты. На территории Голубой лагуны работает камера хранения, в которой можно оставить громоздкий багаж. Стоимость хранения одного места багажа 4 евро. Гости Голубой лагуны должны не забыть купальник, плавки, полотенце и банный халат. Здесь не нужна специальная обувь, кроме обычных шлепанцев. Удобно, что полотенца, халаты и шлепанцы можно арендовать на месте. Время посещения не ограничено, но из-за высокой минерализации в горячей воде трудно выдержать более 2 часов. Термальная вода портит ювелирные украшения, особенно изделия из серебра, поэтому перед купанием их лучше снять. В ясный день стоит воспользоваться темными очками, так как поверхность молочно-голубого водоема сильно отражает солнечный свет. Посетителей Голубой лагуны просят бережно относиться к трудновосстановимой северной природе. Всем туристам советуют передвигаться только по проложенным дорожкам, не забираться на лавовые уступы и не топтать зеленый мох. Голубая лагуна удалена от Рейкьявика на 38 километров. Доехать до курорта можно на такси или на рейсовых автобусах, отправляющихся с городской автостанции. Дорога занимает 40-50 минут. В 15 километров к северо-западу от Голубой лагуны расположен самый крупный в Исландии международный аэропорт Кефлавик. Из России туда нет прямых рейсов. Долететь до этого аэропорта можно с пересадками в Осло, Риге, Хельсинки, Копенгагене и других городах Европы. Дорога из аэропорта до Голубой лагуны занимает 20-25 минут. Большинство исландских туроператоров организуют автобусные туры к популярному термальному водоему. Как правило, дети до 11 лет путешествуют бесплатно, а для детей от 12 до 17 лет предоставляется скидка в 50%. Жители Исландии предпочитают приезжать в Голубую лагуну на личных автомобилях.